Всем привет! Сегодня я к вам с ленивым Наполеоном. Или как утилизировать печенье, которые не очень вкусные. В данном случае слоеные ушки. Мне не очень понравились, но вот я из них с заварным кремом делаю ленивый Наполеон. За 40 минут он делается буквально. Только лишь пропитаться. Тортик вкусный к чаю готов. Начну я с простого заварного крема. На 300 мл молока буду делать. В отдельную чашку кладу одно яйцо, 3 столовых ложки сахара, пачку ванилина и на сахар капну одну капельку вот концентрированной ванили. Ну, пару капелек. Много не нужно. Перемешиваю, наливаю молоко и 2 столовых ложки кукурузного крахмала. Я всегда использую именно кукурузный крахмал. Ну и вообще во всей французской даже кондитерии используется именно кукурузный крахмал, не картофельный. Почему, не знаю, но мне он тоже как-то больше нравится, я не чувствую его вкус. И перемешиваю, чтобы не было комочков от крахмала. Перелила все в кастрюльку и теперь на медленном огне, помешивая несколько минут, ну вот до 5 минут где-то, 4-5 минут, нужно крем, чтобы он начал загустевать, до загустения. И вот как только стал превращаться вот крем, вот уже все, он загустел. Все, выключаю, и он должен подостыть. И вот крем остыл, теперь нужно вбить масло. Масло у меня комнатной температуры. Я кладу сюда, ну, граммов 200, вот так. 100 тоже будет достаточно. Я люблю посливочнее, поэтому 200 граммов нужно вот хорошо его смешать со всем кремом. И собираю теперь уже сам тортик. Печенье, вот слоеные ушки, причем у меня будут 2 вот фирм. Вот купила, они, ну, не совсем вкусные, так скажем. Вот я, когда у меня такое случается, я вот так вот утилизирую их. Получается очень вкусно. На тарелку кладу кольцо, просто чтобы более ровно все было. Немножко вот так вот на самый низ делаю крема, чтобы просто он не катался. Выкладываю печенье. Я еще по капельке вот так вот капаю молока на печенье, чтобы оно было более нежным. Если вы любите более, чтобы хрустящий торт был, ну вот даже Наполеон, допустим, вы любите, чтобы хрустящий был, то тогда не нужно этого делать. Я люблю, чтобы он был мягко хрустящий. Поэтому я вот делаю, чтобы немножко он размягчил печенье. По чуть-чуть, вот как видите, совсем по чуть-чуть. Без фанатизма. Кладу крем. Распределяю просто вот крем. Вот на 3 слоя, у меня получилось 3 слоя, у меня ушло 600 граммов печенья. И вот осталось 200 граммов. Вот здесь вот осталось 200 граммов, из него я сейчас сделаю крошку. Пока буду делать крошку, поставлю в холодильник. Вот такую вот крошку сделала, просто ступкой в крошку измельчила печенье. Осталось только обсыпать крошкой. Обсыпаю борта. Сверху тортик ставлю на ночь. Я, признаюсь, ставлю на сутки. Я люблю, когда он пропитанный. Ну, я вообще люблю пропитанные торты. Но на ночь обязательно поставьте, иначе совсем уж будете хрустеть.
Тортик готов, и сейчас покажу, как он выглядит в разрезе. Но вообще, когда вы его режете, то рекомендую достать где-то за минут 15-20 из холодильника перед тем, как резать, и дать ему немножко постоять. Я вот забыла на самом деле это сделать. Вообще очень удобно, когда нет времени заниматься тортом. Ну и на самом деле, если вот иногда покупаешь печенье, да, и они не очень вкусные. И любые, в принципе, печенья можно вот так вот использовать. Просто со слоеными ушками на самом деле похож немножко на Наполеон. Не скажу, что прям 100%, но что-то есть. Поэтому ленивый Наполеон. Вот так вот он выглядит внутри, и печенье стало намного толще, чем я его клала. Почему? Оно разбухло и стало мягче. И получается вкусный тортик для домашнего чаепития или когда нужно по-быстрячку что-нибудь сфарганить. Делайте такой тортик. Вкусный, бюджетный и быстро делается. Делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.